Всех приветствую. Запишем обновление обзора криптовалют. По традиции смотрим на биткоин в первую очередь. Мы пришли в отмеченную зону и даже ее пробили. Пришли вот в эту проторговку. Здесь мы развернулись и, как следует из нашего прогноза, должны пробивать или хотя бы достигать нижнего лоя волны А. Если все пойдет по плану, то вот она, расчетная зона, куда мы должны дойти. То есть как минимум вот в эту зону, новую отмеченную, мы должны будем сходить. Сейчас посмотрим на всякий случай на 15 минутках и должен вас предупредить, что здесь, если мы не пойдем вниз, то может получиться как на более старшем таймфрейме, когда я говорил, что будет АБЦ, а мы пошли 5 волн вверх рисовать. Здесь похожая ситуация, выросли объемы, индикатор пошел вверх, и здесь вполне может все это трансформироваться в восходящий импульс. То есть вот здесь нужно будет особо внимательным, и если входить в позицию, то только с установкой стопов. И здесь мы можем развернуться, либо пойти по основному сценарию вниз, либо продолжить движение наверх. Исходя из движения на часовиках, здесь было 5 волн, 3 волны наверх, и естественно мы должны сходить вниз. Но если рассматривать только данную структуру, то она очень похожа на начало движения импульсного характера. Здесь будьте внимательны, здесь может и вверх, и вниз пойти. Повторяю, основной вариант вниз. Смотрим эфириум. По эфириуму подобная ситуация. Мы пришли в расчетную зону, все нормально. Отторговали данное движение, 3 волны наверх, что говорит нам о коррекционном характере движения. И сейчас мы должны направиться вниз. Давайте тоже глянем на 15 минутках. На 15 минутках здесь меньше объема, но они также возрастают. Но индикатор, в принципе, не превышает предыдущий пик. Здесь также есть вероятность пойти наверх, но она намного меньше, чем на биткоине. Здесь все-таки больше уверенности сходить ниже. Отметим расчетную зону, куда мы можем прийти. И вот она. Совпадает с предыдущими лоями. Дальше смотрим XRP на часовиках. Здесь по-прежнему актуален прогноз. С данных уровней мы можем сходить наверх. Стоп здесь. В принципе, ничего не изменилось. Прогноз также вверх. Dash. По Dash получили неплохой отскок наверх. Правда, объемов не так много. Давайте посмотрим на 4 часах. Неплохое движение. Объемов, правда, нет. Дивера нет. Объемов нет. Так что не буду менять свой прогноз. Также ожидаю вниз. Смотрим ADU. По ADE мы все-таки хорошо сходили. Все нормально. Ну, как и предполагалось, коррекцию дали небольшую. Все это можно удалять. И посетили данную расчетную зону. Все нормально. Структуру мы нарисовали. Цены достигли. Но стоит сказать, что это не конец импульса. Это всего лишь предположительно конец третьей волны. Так как есть признаки, которые об этом говорят. Поэтому восходящее движение, скорее всего, продолжится, но через возможную коррекцию. К тому же сегодня 18 число, а 18 числа как раз-таки будет листинг на бирже Coinbase Pro. Как рынок отреагирует на данное событие, с уверенностью сказать сложно. Либо его залистят и сразу же все будут продавать и утаптывать цену. Как раз-таки мы сходим в коррекцию. Либо сразу же начнут все инвестировать, торговать, и движение продолжится. Так что здесь опасная ситуация, но в ближайшей перспективе, даже через коррекцию, здесь проглядывается движение наверх дальше. Коррекция по традиции должна сходить вот до данных уровней в этот район. Чуть повыше поставлю. И дальше уже вверх. Пока прогноз такой. Polkadot. 4 часа глянем. Polkadot не пробил максимум, откорректировался. Сходил наверх без объемов, без дивера. Больше похоже на коррекцию. Да, видим вот здесь дивер. С большей вероятностью отсюда пойдем дальше вниз дорисовывать волну С. Не будем менять прогноз. Можно только немного переставить по времени. Также ожидаю движения вниз BNB. BNB это просто брат какой-то Polkadot. 3 волны вверх, что говорит о коррекции. Основной прогноз дальше снижение. Рубль подтвердил предположение о том, что мы развернулись, и начал рисовать пятерку в первой волне. Если посмотреть на 15 минут, видим дивер, а здесь движение идет наверх.
По моему прогнозу мы продлим небольшое движение наверх, возможно, вот до этих уровней, после чего пойдем в коррекцию в двойке. Тот, кто хотел бы купить доллары, вот в этом райончике желательно бы это сделать. Но в любом случае это не рекомендация. Своими деньгами распоряжайтесь сами. Никто, кроме вас, этого лучше не сделает. Индекс доллара посетил данные уровни, но не сильно ушел и сразу же отскочил наверх. Поэтому прогноз, что мы пойдем дальше, все еще в силе. Доллар у нас укрепляется. Просили в комментариях посмотреть Decentraland, Mana. Вот когда мы его смотрели давно уже, думали, что здесь 1, 2, 3. И идем в пятерку. Пятерку мы, естественно, посетили. Все нормально. Этот прогноз отработал. Где же мы сейчас находимся? Находимся мы на Луне. Здесь Луну можно нарисовать. Мана у нас затузумунила. И объемы есть. Движение прекрасное. Если посмотреть, сколько все это дело длится. Так, на 4 часах глянем. Ну, на 4 часах здесь, что можно сказать? Можно сказать, что объемы сильно уменьшились. Здесь кто-то очень хорошо все продал. Если смотреть часовики, вполне вероятно, вот здесь закончилось 3 в 3, тройка в тройке. Можно предположить, что вот здесь была волна 1, 2, 3, 4, 5. Так, мы сходили. Сейчас перепроверю. Естественно, все у нас пробито уже, все уровни. Если смотреть по Фибоначчи. Зона коррекции вот здесь. Посетили мы ее, да, цепанули зону. Если это была вся коррекция, куда можем пойти? Примерная зона $1,5. На $1,5 можем пойти и дальше. После чего, вполне вероятно, если не будет здесь больших объемов, чем здесь, и индикатор не превысит данные значения, то мы образуем неплохой дивер, после которого будет глобальный, как сказать глобальный, ну, на более старшем таймфрейме, поход в 4-й волне в коррекцию. Вот такой прогноз пока по Decentraland. Есть у него еще потенциал, его хорошо задрали, но это, скорее всего, еще не конец. XM просили глянуть. XM на этом падении неплохо я отторговывал. Здесь небольшие торги делал, но давайте глянем, что он из себя представляет на данном этапе. Так, на Binance он у нас только с данного времени представлен. Но даже если здесь рассматривать его как волновую структуру, и это была коррекция, то он вниз, в принципе, не должен идти больше. Но если смотреть ближе, то лететь ему еще есть куда. Давайте посмотрим его на какой-нибудь другой бирже, если у него есть какая-то... На Битриксе, возможно, есть история, тоже нет. Где? На Полониксе. Ну вот здесь получше, да. Давайте глянем на дневке. Где у нас дно? Дно у нас здесь. XM у нас сильно-сильно упал после снапшота и раздачи монет. Монеты, по-моему, еще не раздавали, снапшот сделали и все его слили. Что здесь можно ожидать? Ну, торговать его сейчас просто входить, конечно, нет смысла. Упал он, скорректировался хорошо, свеча откупная — это хорошо. На удачу можно подбирать, но если смотреть локально, нужно дождаться заходной импульс. Вот здесь пока было 3 волны, импульса здесь не видно. Я думаю, он способен еще сходить вниз и уже потом где-то там пробовать нужно искать заходные импульсы на разворот. Пока XM бы NEM я обходил стороной и точно в него бы не входил, есть полно других монет. Да, он хорошо упал, можно подбирать, но я такое не торгую. Еще просили посмотреть Элис. Интересно, там была история. Истории, точнее, у него даже нет, но история была в том, что стартовая цена торгов была, по-моему, 0,02 цента, 0,02 доллара. И во время листинга на Binance цена достигала $60. И потом планомерно пошла вниз. Сейчас она нащупала вроде что-то типа дна, какую-то локальную структуру рисует, объемы появились. Сейчас сюда входить, если только какое-то короткое движение забирать. Вообще пока на 4 часах, на 4-часовом таймфрейме я не увижу хорошего сетапа на лонг, а его здесь нет. Вот этот отскок — это не заходной. Я бы не рассматривал данную монету как то, что можно торговать. Нужно дождаться, пока какая-то внятная история будет. Ну, либо хороший заходной. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение.
Всем счастливо и пока.